Все мы в какой-то степени любим Иви и эволюции, которых в данный момент в мире покемонов насчитывается аж 8 штук. И все они, конечно, милые, красивые, но речь сегодня пойдет не о мимимишности, а о том, насколько они полезны и, конечно же, как их получить в Pokemon Go. А я буду надеяться, что данный ролик тебе будет полезен и интересен, а если с тобой и так, то не поленись и поддержи меня своей активностью в виде лайка, в виде комментария под роликом, где ты напишешь, какой твой Ивик самый любимый, и, конечно, подписчик на канал, если тебе понравится мой контент и ты на моем канале впервые. А если не впервые и до сих пор не подписан, нажми ты эту сраную красную кнопочку, ну по-братски. А я тебя приветствую и желаю приятного просмотра. Но перед тем, как начинать трогать Ивиков, хотел бы тебе напомнить, что у нас есть своя беседа ВКонтакте, в которой ты можешь найти новых друзей в Pokemon Go, людей для рейдов, или же просто пообщаться на свою общую тематику, то есть покемоны. Также задать вопрос, тебе кто-нибудь ответит и многое другое. Также есть свой паблик ВКонтакте, где я всегда напоминаю людям о том, когда будет ролик, почему его не будет, когда будет стрим и так далее. Ссылочки будут в описании и закрепленном комментарии. Все эволюции можно назвать бюджетным и легкодоступным вариантом а-ля топа для новичков. Так что если ты не так давно начал играть и у тебя нет хороших покемонов, то это для тебя будет лучший вариант для старта. Ведь любая эволюция требует всего 25 конфет. Но все, кроме Флариона, Вапариона и Джалтиона, требуют дополнительных условий для эволюции. Но есть способ проигнорировать данные условия, если эволюционировать через смену имени, о которой мы тоже с тобой поговорим в этом ролике, но эту смену имени можно использовать всего один раз для каждой эволюции. Имей это в виду. И давай же тебе наглядно покажу, как же делать эволюции и вообще какие способы для того, чтобы эволюционировать покемона конкретно, либо же не конкретно есть в Pokemon Go. И давай с тобой смотреть. Для этого ролика я заготовил 12 Иви, и я тебе скажу почему 12, потому что 8 эволюций, но 3 эволюции они получаются совершенно рандомно. Это Вапарион, это Джалтион и это Фларион. То есть на них никакой механики нету, и они получаются путем, давай я тебе покажу. Смотрим, ты нажимаешь на Иви и знак вопроса. То есть, если ты его эволюционируешь, это будет либо Фларион, либо Джалтион, либо Вапарион. Но, если ты хочешь кого-то из них конкретного, а первого мы возьмем именно Вапариона, ты можешь поменять ему ник на Райнер. То есть, сделав такой ник, ты получишь гарантированно Вапариона. Но заранее я хочу сказать, что и смена ника, точнее эволюция через смену ника доступна для каждого Иви всего один раз. Так что тут эволюционируй именно, как тебе сказать-то, по уму. То есть, если ты уверен, что хочешь именно этого покемона сделать, допустим, Вапариона, меняешь ему ник на Райнер и получаешь гарантированно Вапариона. Сейчас мы с тобой это сделаем. Вапарион является покемоном водного типа и по характеристикам имеет максимальный Combat Power 3521, атака 205, защита 161 и очень высокий показатель выносливости 277. А лучшим набором атак являются Fast атака Water Gun и Charge атака Hydro Pump. С таким мувсетом он имеет 15,32 ДПС. И в сумме, без учета мега эволюций и теневых покемонов, он занимает 8 место среди всех покемонов водного типа. А сейчас ты можешь начать возмущаться, что я зачитываю атаки на английском. Но нет, мой друг, этот фактор я учел, и в левой части экрана я буду выводить скрин покемона и скрин с его русскими атаками. То есть это те же самые атаки, но на русском. Так что надеюсь, что тебе будет это все-таки удобно. И смотри, сейчас мы использовали ник Райнер, то смотри. Следующему Иви, если мы дадим ему ник Райнер, он не будет эволюционировать. То есть он будет эволюционировать совершенно рандомно. Так неправильно написал. Райнер. Смотри, видишь, не появилось никакого Иви и никакого Вапариона. То есть этого уже мы больше не можем гарантированно эволюционировать. Нам только через рандом. Про Вапариона хочу сказать, что это максимально бюджетный, хороший покемон, которого можно ставить на гимы, потому что у него очень много хп, даже сейчас у него 217 хп, это очень много для Pokemon Go, и если у тебя нет покемонов для гимов, это прям вот такой вот вариант для тебя будет. Вторая эволюция, которая относится к рандому, это Джалтион. Давай его тоже сделаем через ник, потому что через рандом я его делать не буду пока что, я это буду делать именно в конце, чтобы тебе наглядно показать, что они делаются совершенно рандомно. Чтобы сделать его через ник, мы называем его Спарки. Смотрим. Как ты можешь заметить, теперь у нас фиолетовая и силуэт Джалтиона. Естественно, мы его сразу эволюционируем и закрываем эту дырочку в дексе. Но повторюсь, ребята, это действует для каждой эволюции всего один раз, поэтому с умом подходите к этой теме. Я это делаю сейчас специально для ролика, специально на твинке, на котором как бы эволюции я сделаю, я про них просто забуду. Так что вы делайте это с умом, а не так, как я просто а-ля этот Иви, я его просто эволюционирую, там Иви плохой, он даже не шайни, и в итоге я просто эволюционирую. Жалтион это электрический покемон, и его максимальный Command Power 3265, атака 232, защита 182 и выносливость 163. Лучшими атаками являются Fast атака Thunder Shock и Charge атака Thunderbolt. С ними он имеет 15,96 ДПС. В топе электриков он находится на 7 месте без учета мегаэволюций и теневых покемонов и является самым легкодоступным и весьма хорошим электриком в Pokemon Go.
И как вы можете заметить, Combat Power варьируется примерно до 3000, и в целом, как я и говорю, это весьма неплохо для новичков, и делаются они очень просто. Так что, если ты новичок, если у тебя нет хороших покемонов, лучший вариант сейчас фармить Иви, потому что они спавнятся как мусор. Если, конечно, ты смотришь этот ролик до 31 мая. Если ты смотришь его после, то по поводу спавна Иви я тебе ничего не могу сказать, потому что, ну, я же не знаю, что будет в будущем. Давай возьмем третьего рандомного покемона. Третий рандомный покемон — это у нас Фларион. Фларион, как его получить? Меняем имя Иви на Пироу. Смотрим. Силуэт Флариона у нас появился. Фларион в целом тоже неплохой покемон в плане выносливости, он толстенький, его тоже можно ставить на гимы, но если у тебя нет огненных покемонов, он сойдет, но прям вот на такую майби-писенькую полушишечку. Так что тут уже чисто для декса. Ну и в целом он красивый же, почему нет? То есть для декса либо просто на гим поставить, либо просто, чтобы просто для души был. Фларион — это зверек огненного типа, что и так понятно по его обжигающему внешнему виду. Максимальный Combat Power имеет 3424, атака 246, защита 179 и выносливость 163. А лучший набор атак для него является Fast атака Fire Spin и Charge атака Flame Tower. С таким набором атак у Флариона 16,25 ДПС. Среди чисто огненного топа без мег и теневых покемонов он занимает 12 место в топе, но актуальность и легкая доступность для новичков тем самым он не теряет. И давай расскажу тебе, как же делать Эспиона и Амбриона. Первым делом, если ты хочешь делать это не через ник, тебе нужно его поставить в бади. Бади ставится вот так вот, да, я это еще раз показываю, потому что я в прошлом ролике на Сильвиона тоже это показывал, но нужно, ребята, показать. То есть мы ставим в бади, допустим, вот такого Ивика. 910 Combat Power. Кстати, по поводу Combat Power, они у меня все 34-35 уровня, так что Combat Power у них примерно одинаковый, точнее уровень. Смотрим, ставим в бади Ивика, и нам нужно с ним нагулять 10 километров, чтобы сделать Эспиона или Амбриона. Где вот? Вот он. Так, тут не написано, конечно, но вот тут где-то будет строчка, сколько километров ты с ним прошел. В общем, если ты получишь от него 2 бади-конфетки, ты сможешь его гарантированно эволюционировать либо в Эспиона, либо в Амбриона. В Эспиона он эволюционирует, если на карте у тебя день. По-моему, если не ошибаюсь, это с 6 утра до 6 вечера включительно, 12 часов. В Амбриона он эволюционирует, если 18:01-05:59, то есть это, грубо говоря, вечером и ночью. Более подробно я это дело показать не могу, потому что 10 километров нахаживать на каждого Иви я, естественно, сейчас не буду. И давай покажу тебе, как же сделать через ник. Вот с этими нужно максимально аккуратно делать, потому что они все же понадобятся для квеста, и вдруг тебе все же будет удобнее сделать через ник. Смотрим, что мы с тобой делаем. Чтобы сделать Эспиона, мы его переименовываем в Сакура. И смотри, у нас сразу появился силуэт Сакуры, Эспиона, и просто берем и эволюционируем. А данный красавец является покемоном психического типа и имеет максимальный Combat Power 3583, атаку 261, защиту 175 и выносливость 163. А лучший набор атак — это Fast атака Confusion и Charge атака Psychic. С таким набором атак он имеет 18,69 ДПС и занимает 3 место среди всех покемонов психического типа. Без учета мегаформ и теневых покемонов, но не актуален для тех, у кого есть Мьюту, да и в целом является не особо легко доступным из-за его условий эволюции без смены имени. А теперь давай покажу, как сделать Амбриона. Если честно, из всех эволюций мне Амбрион нравится больше всего. А ты напиши в комментариях, какая эволюция тебе нравится больше всего. Как по мне, вот именно у эволюций фанатов больше всего, потому что их много и каждый найдет себе того покемона, который ему нравится больше всего. В моем случае это именно Амбрион, и именно в шайни форме мне он прям такая сосочка. И давайте даже покажу, насколько мне нравится шайни Амбрион. Смотри. Правда, ракурс, конечно, корявенький, потому что вот так, в общем, вот. Коряво показано, я не могу, ребята, плечо нормально выправить, но вот настолько мне нравится шайни Амбрион. И давайте переходим обратно в игру и переименовываем нашего Иви в Тамао. Тамао. И он тогда эволюционирует гарантированно в Амбриона. Не в шайне, конечно, но все же Амбрион есть Амбрион. Амбрион тоже очень толстый, и его частенько используют в Грейт Лиге. Амбрион является покемоном темного типа и имеет максимальный Combat Power 2416, что очень мало, атаку 126, что также очень мало, защиту 240, а это уже очень много, и выносливость 216. А в топ темных покемонов он не метит и не входит даже в первую двадцатку лучших, но у него есть свой плюс, он очень хорош в PvP и хорошо себя показывает в качестве мяса, которое выдержит приличное количество чарджей. В Грейт Лиге он занимает 27 место среди всех покемонов, а в Ультра Лиге 15 место среди всех покемонов. И лучшим мувсетом для PvP является
является Fast Attack Snarl и 2 Charge атаки Full Play и Last Resort. Для тех, кто не знает, Last Resort является Legacy атакой, и обычной Charge Tem ее получить нельзя. А теперь мы с тобой переходим к Синорегиону, это Glaceon и Leafeon. Они эволюционируют также иначе, с особыми условиями, и давай посмотрим, какие же это условия. Первое условие, если ты хочешь сделать Гласиона или Лифиона, эти условия очень простые, если честно, но они требуют от тебя либо покекоинов, либо наличия нужных люров. И давай я тебе покажу пример. Возможно, у меня даже в сумке этот пример есть. Но это не точно, так как Твинк и тут... Да, тут нету. То есть смотрим, заходишь в сумочку, точнее в магазин, и ищешь... Получается ледяная приманка и травяная приманка. С ледяной приманкой ты можешь сделать Гласиона, с травяной приманкой логично, что можешь сделать Лифиона. Как поставить данную приманку? Нажимаешь на покестоп, нажимаешь на плюсик и вот какая-то херня. И вот тут у тебя в приманках будет либо Мосси люр, либо Айси люр или что-то такое. Короче, ледяной либо травяной люр, ты его ставишь. И в радиусе этого действия люра любой твой друг, ты и вообще кто угодно, кто будет мимо проходить, он может эволюционировать из Иви, Лифиона, либо же Гласиона в зависимости от люра. Давайте я расскажу лайфхак, как можно получить данный предметик. Лучше сделать твинк и накопить там монеток 200 и в целом поставить, потратить их. Потому что с основы все-таки, мне кажется, жалко тратить монетки. И что-то я немного не туда ушел, давай с тобой смотреть. Берем с тобой Ивика и переименовываем его, так я попасть не могу, Линнеа. И таким образом ты сможешь сделать Лифиона. Гарантированно. Но, еще раз повторюсь, мне не сложно. Всего один раз можно использовать каждый ник, поэтому думайте конкретно, стоит ли вам именно этого покемона переименовывать, чтобы делать Лифиона и либо Гласиона. Но, как я сказал, Лифион и Гласион это одни из самых легких гарантированных эволюций, потому что всего лишь просто купил люр, поставил люр, все, у тебя уже гарантированно есть кто-то из тех покемонов, которые тебе нужны. Лифион это покемон типа листик, то есть травяной, и по характеристикам он имеет максимальный Combat Power 3328, атака 216, защита 219 и выносливость 163. А лучшим набором атак для него является Fast атака Razor Leaf и Charge атака Leaf Blade. Таким мувсетом он имеет 15,18 ДПС. Среди покемонов травяного типа он занимает 6 место в топе без мег и теневых покемонов, но если убрать Легаси, которых сейчас никак не получить, то он будет на 3-м месте, что весьма актуально для тех, у кого нет Винузавра, Септайла и Тартеры с эксклюзивной атакой. Давай с тобой сразу перейдем к Гласиону, потому что Гласион это один из самых полезнейших эволюций, если не самый полезный, тут я уже точно не могу сказать. Он входит даже в топ ледяных покемонов. И как его получить? Переименовываем в Риа. И как ты можешь заметить, появился у нас силуэтик, нажимаем и эволюционируем в Гласиона. Гласион является покемоном ледяного типа, и воздух вокруг него морозится примерно так же, как челик, который тебе должен денег уже не первый год. А по характеристикам он имеет максимальный Combat Power 3535, атаку 238, защиту 205 и выносливость 163. А лучший мувсет это Fast атака Ice Shard и Charge атака Avalanche, имея при таком наборе атак 15,89 ДПС. В плане полезности я бы хотел выделить Гласиона как самую полезную эволюцию, потому что он занимает 3-е место в топе среди всех ледяных покемонов, уступая лишь Галардскому Дарманитану, который простым смертным вроде меня вообще кажется мифом и его хер достать, и Мамасвайну, который также не является легкодоступным покемоном. Но, как говорится, это всего лишь мое объективное мнение. Вот такой вот прекрасный Гласион у нас получился на 2800 Combat Power. И последняя наша эволюция, которая вышла не так давно в Pokemon Go, это, конечно же, Сильвион, о котором я вчера снимал подробно. Сегодня я задену его так вот прям на милипусечку. Что мы делаем? Вот наш Ивик, мы его также ставим в бади, это если без ника, конечно, потому что ник мы всего использовать один раз можем. И советую, ребята, ник использовать именно, если вы шайни коллекционер, то лучше на шайни покемоне, потому что, ну, все же лучше шайника поймать и сразу его эволюционировать именно Сильвиона. Немножечко забылся. Ставим его в бади. И что дальше? Вот что дальше делаем? Ждем, пока он прогрузит. Так, Иви, я выбираю тебя, молодец. Вот видишь вот эти два сердечка? Тебе нужно вкачать 70 сердечек дружбы. То есть, выполняя вот эти всякие действия, гулять, угостить, играть. В общем, во вчерашнем ролике я подробно это рассказал. Где-то подсказочка вон там, вон будет. Так что, если интересно, то посмотри. Тут я подробно это дело задевать не буду. И давай с тобой сразу перейдем, как же его эволюционировать через ник. Нажимаем на него, называем его Кира. И смотри, готовенький Сильвион. То есть вот, буквально за 10 минут, ну если, конечно, не учитывать тот факт, что я снимаю и разговариваю, то, грубо говоря, за минуту, за 2 ты можешь вот так вот благодаря никам собрать полную пачку эволюций. Но суть в том, что ники можно использовать всего один раз. И повторюсь, думайте
конкретно, нужно ли тебе этот покемон с этим ником, или же все-таки нет. Так что тут уже на ваше усмотрение, ребят. Сильвион же является покемоном типа Фей и имеет максимальный Combat Power 3470, атаку 203, защиту 205 и выносливость 163. Лучший мувсет это Fast Attack Charm и Charge атака Dazzling Gleam, при которых ДПС Сильвиона равен 13,80. В плане полезности в PvP и PvE пока что мало ясности, ведь ввели его не так давно, но ориентировочно он занимает 5 место в топе покемонов типа Фей, а в PvP пока что нужно ждать всех тестов, может он себя как-то проявит в ультралиге. Вот такой вот ролик про Иви и про эволюции в целом у меня получился. Спасибо тебе за то, что ты досмотрел этот ролик до этого момента. Пиши в комментариях, какой Иви для тебя самый лучший, какая эволюция для тебя самая красивая и самая сильная. Для меня, как я уже это сказал выше, это Амбрион и именно в шайни форме. В обычной он уже не такой привлекательный, по крайней мере именно для меня. А ты пиши свое мнение в комментариях. Ну а если тебе ролик был полезен и интересен, то не поленись и поддержи меня своей активностью в виде лайка. И конечно подписчики на канал, если ролик данный тебе был интересен и полезен. На этом я с тобой прощаюсь. Увидимся в следующем ролике. Let's go. Yeah. I said what's up, y'all gonna step up, I'm the best as they come, call me blessed, I'm the one, spitting raps like the sun, fire blast down my tongue, staying for